Всем привет! Антуриумы, благородные изысканные цветы, являются одними из лидеров среди домашних растений. Я имею в своей коллекции огромное количество разнообразных цветов, сортов антуриума и занимаюсь ими более 5 лет. Сегодня у меня есть такая задача разделить белый антуриум адиас на деленки. Мы покупали вместе с сестрой его в супермаркете. Ей захотелось этот антуриум. То есть она бы хотела, чтобы я разделила и взять какую-то одну из крупных деленок и выращивать ее. Вот, потому что она не умеет из маленьких деток, а более крупненькую. И, в принципе, она тоже интересуется антуриумами. Поэтому мне нужно сегодня разделить. А вторую часть этого антуриума, какую-то деленку, я, наверное, может быть, даже продам. Я думаю, что там будут еще какие-то маленькие росточки, детки. Их я, конечно, заберу себе, так как я люблю из таких деток выращивать антуриумы и другие растения. У меня практически половина антуриумов, выращенных именно из деток, маленьких, которые я покупала антуриумы, делила себе, забирала маленькие, остальные продавала. А вот я разделяю антуриум по сухому грунту. Я не размачиваю, как некоторые размачивают и в воде делят его. Я не развожу эту грязь, потому что очень легко грунт покупной, торф просто рыхлый и высыпается сам из корней, можно легко очистить. Конечно же, нужно удалить торфяную таблетку, так как она закрывает корневую шейку, и корневой шейки не поступает к ней кислород и к корням, и тем самым это ухудшается потом в дальнейшем состояние растения, вплоть до его полной гибели. Вот некоторые мне пишут, обязательно после покупки антуриума пересаживать его, доставать торфяную таблетку, менять грунт. Я считаю, что, конечно, да. Не обязательно на второй день это делать. Можно, чтобы антуриум постоял недельку. Можно проверить, если на нем какие-то жучки, паучки, пролить его октарой. То есть как бы в этот период адаптации, в принципе, можно его, как говорится, привести в чувство, чтобы не было никаких вредителей. А затем можно, конечно же, пересадить. Либо вы захотите разделить и поделиться с кем-то, либо полный куст вы убираете старый покупной грунт, торфяную таблетку, все это легко обсыпается, и корешки крепкие у антуриума, их достаточно. Обычно они из Голландии приходят с большим количеством корневой системы. Не бойтесь, если где-то отломается какой-то корешок, я даже иногда снизу корневую систему укорачиваю, подрезаю. Вот, все корни нарастут, не страшно. Если корневая система, вы видите, что есть, то корни сработают, и все вещества они к растению доставят. Вот видите, как у меня делится антуриум. То есть он разделился на две крупные деленки, и вот теперь маленькие малышей я отделяю, я, конечно же, их заберу себе. При делении обязательно нужно учитывать, чтобы и маленькие деленки, малыши, имели все-таки корешки. Что вам придется тогда наращивать корневую систему, если вы как-то оторвете корни от малышей, маленьких деленок, но это не трудно. Можно поставить стаканчик с водой просто, и корешки хорошо отрастут. Но желательно все-таки постараться так, чтобы корешки были у малышей. Сегодня я покажу
пересадку и посажу, в принципе, все эти растения в обыкновенный универсальный грунт с большим добавлением, с большим количеством перлита. Я не буду сегодня высаживать антуриумы в тот специальный грунт, в котором растут мои цветы, так как все эти растения я отдам, либо продам, и новые хозяева их будут уже сажать правильно. Я могу показать, рассказать, в какой грунт, какой состав нужен для того, чтобы посадить. Ну и будут, конечно же, их располагать красивые какие-то кашпо свои. В составе грунта и о правилах посадки у меня очень интересный есть материал, который я сниму, и буквально через какое-то время я выложу специальный ролик о составе грунта, о правильной пересадке растения. Ну а теперь мы переходим к самому важному. Это, конечно, к подкормке, которая должна производить такой серьезной процедуры, как деление куста. Должны обязательно поддержать в этот момент антуриум, и поэтому составляем такую подкормку из 3 ингредиентов. Первый – это корневин. В 1 литре теплой отстойной воды, повторяю, вода должна быть только отстойная, сразу с хлором нельзя пользоваться для полива растений. В 1 литре теплой воды мы разводим 1 грамм корневина. Он применяется для ускорения корнеобразования, вы это прекрасно знаете, стимулирует рост корневой системы. Второй ингредиент – это монофосфат калия. Он также применяется в таких же целях для хорошей, крепкой наращивания корневой системы. И третий ингредиент – это циркон. Это природный регулятор роста корней и вегетативной массы. Его мы применяем 4 капли на литр воды. Циркон создает иммунитет, устойчивость любых растений, тем более антуриумов, к засухе и другим стрессам, тем более к таким, который перенес сейчас наш антуриум. Это пересадку и деление куста. Хорошо размешиваем и будем проливать растения. Растения проливать можно сейчас в данный момент практически по сухому грунту, ничего страшного. Грунт, естественно, я покупной применила, универсальный, я вам уже говорила. Ну, он немножко влажноватый, но ничего, поливайте, все будет хорошо. Сейчас я поставлю под горшочки поддоны, потому что нужно хорошо первый раз пролить растение, потому что все-таки оно должно действительно получить в полном объеме все питательные вещества из подкормки. Поэтому, возможно, в поддоны что-то сольется, ну вы тогда можете это вылить, излишки полива, излишки удобрений. В стаканчиках обязательно нужно сделать разрезики, подрезики, ну то есть как бы, чтобы все-таки лишняя жидкость вытекала. Антуриум любит опрыскивание, только опрыскивать нужно листья, не нужно попадать на цветы. Влажный воздух, вы должны пользоваться увлажнителем воздуха желательно. Не заморозить растения, особенно корневую систему там, в зимний период на холодном подоконнике. Все-таки это тропическое растение, и оно будет себя хорошо чувствовать и комфортно только в теплой комнате. И обязательно старайтесь придерживаться всех условий выращивания антуриума. Мы проливаем этой подкормкой. Я расскажу о других. Если вам
понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ольга. Всем пока-пока.